So today is a great day. Today we're changing our qualification. From the hitchhikers we become drivers. Because for some little cash you can rent a car and have the opportunity to go wherever you want with the speed you want. So let's go to our car. So you see, now it's not a hitchhiking trip anymore, it's Top Gear. Traveling in your own car is incomparably more convenient, even though the car we got was not very powerful. In Cappadocia there are several options to see the surrounding area. Take one of those tours divided by color, red, green or blue, for 65 or 55 euros, depending on where and from whom you buy the tour. Very often they are offered to buy when you check in into the hotel, so whoever wants it won't miss it. In other words, we will go for the whole day with a bunch of tourists to ride on a stuffy bus, like a prisoner visiting the main attractions. We decided do not pay 120 euros for two and choose to rent the car for one day, paying 25 plus 30 for gasoline, and make our own route, stop anywhere and for as long as we want. Luxury unavailable to a hitchhiker. The first point was the city of Göreme. Это наша последняя точка в Турции, но самая запоминающаяся. Сейчас мы находимся в Каппадокии. Это место кучи долин, огромных грибов, которые растут из земли, пещер и очень большой истории. И правда, Göreme был населен с древних времен. Население было разное, кто только там не жил. Эстонцы точно не жили, но жили хетты, римляне, византийцы, турки-сельджуки. В эпоху Римской империи были построены дороги, мосты и города. Внутри скал византийцы создали множество храмов, которые использовались ранними христианскими общинами для уединения и молитвы, по которым сейчас так любят лазить туристы. В средние века Göreme и окружающего районы были завоеваны турецкими племенами и стали частью Сельджукской империи. Позже, в XIII веке, территория попала под власть Османской империи. Кстати, если в Göreme подойдете к музею под открытым небом, то достаточно свернуть налево, и там будет бесплатное место, ничуть не хуже, где можно хорошенько полазить. Yellow! Ooh, let's go. Pa-pa-da-pa-pa-pa-pa-pa. Yes, choose your bedroom. Not here. Here. Ох. Контент. Иди на... Осторожно, блин. Тут надо супер сусить. Это камень так-то. Я ухожу отсюда. Прошу вас проследовать в наш пятиэтажный люксурный дом, пятикомнатный, прошу прощения. Здесь вы видите, посмотрите, здесь это у нас ванна, потом, значит, там у нас спальня для детей, немного камней, но это с обеда осталось. В общем-то, здесь еще одна ванна уже для взрослых.
Потом, здесь много места, как вы видите, можно поставить и книжный столик, и полку, и стиральную машину выработать электричество, но отсутствие батареи, оно будет работать. Вот здесь дырка, чтобы для коммуникации с соседями, потому что если у вас залило, то есть если вы залили, вы можете сказать им, ха-ха-ха, мы вас залили пока. Вот, здесь, в общем-то, еще одна спальня, окно. Всего доброго! Если ты сломаешь ногу, я оставлю тебя здесь. Все эти скальные образования, которые мы здесь вокруг видим, это так называемые геологические формации, которые состоят из туфа. Туф, это такая мягкая вулканическая порода, которая была вымыта ветром и водой на протяжении очень многих лет, и вот в результате получились такие скальные башенки, пирамиды, грибочки и, кто-то говорит, фалосы. Вот. Вся порода здесь, она очень мягкая, и люди в древности вырубали жилища, церкви и монастыри прямо вот в земле, в скалах, и в результате получались вот такие скальные города красивые, которые служили убежищем от врагов, от природных бедствий, и вот монастыри там тоже были. Многие христиане там укрывались, молились, делали свои христианские дела. Мы проехали через много долин. Вот первая из них была знаменитая долина любви. Знаменита она, конечно, своими фаллическими образованиями. Вот, сюда очень часто приезжают ребята пожениться, повесить маленький горшочек и поехать дальше, заводить детей. Еще здесь есть розовая долина, которая получила свое название, потому что скалы там были розовые. Вот, очень красивое место. Вот долина воображения, где скалы принимают формы различных животных, там верблюдов, всяких голубей и так далее. Вот, и еще есть долина Ихлара, куда мы поедем позже. The underground city of Derinkuyu is a cave carved into soft tuff that connects underground rooms intended for various purposes. The city is very large. It has 8 floors, going approximately 60 meters deep. It is believed that about 20,000 people could live into it. The city was accidentally discovered by a local resident, where he dismantled the wall of his house and found a mysterious room behind it. Surprisingly, behind the wall were not his own skeletons from the closet, but the real Narnia. So he continued to excavate and discovered a complex tunnel system with additional cave rooms. To his own regret, he was not smart enough to open a 60 meters penthouse there with a gate to hell, Cerberus, and a blackjack, but reported where it should be reported, after what the state privatized the find. And if you excavated such cave in your basement, in which of the rooms would you perform black rituals in honor of cities? Я вылезаю, чувствую все прелести рождения и грязь. Да, это может быть... Символически очень. Это... Как называется? Катарсис. Катарсис. Перерождение. Изысканно. Конечно. Куда идем? Не знаю. Окей. А там мы были? Эй, вроде нет. А, тут дверь. Сюда нельзя? А, смотри-ка, сюда можно.
Да, можно. Только не пролезешь. Да, окей. Может, дверь открыть? Тяжеловатая дверь, да? Как они вообще открыла? Она еще жильцами придавлена. Я думаю, что это какая-нибудь технология типа рычага, может, есть какого-то. Ну, типа, что это за камень? А это просто камень. Вот этот камень вот держит. Ага. Ну там реальный проход дальше. Окей. Но я не полезу. Не влезу, точнее. Да, тут ребенок мог пролезть. Что ж, это были двери, как это. Ее можно открыть. Вот, если пройти сюда, за дверь, в маленькую комнатку. И, собственно, отсюда ее выкатить. Она очень тяжелая, не представляю, как это возможно сделать. Где уже этот чертов босс? О, кажется, Драугли не повезло. Бежим, бежим. Кажется, ветер. Кажется, пронесло. Baba Bowie. Кто все написал? Кто-то написал. Кто-то безумно. Теперь за мной постоянно ходит Драугр. Уходи. Ты его приручила. О, мясо хочу. Баба Бой. Что ты делаешь? Копаю. Я глаз. Глаз. Я потерялся. Аве Мария, аллейла, бу-бу-бу, парабу, это же свет лучистый на выходе из катакомб. Бу-бу-бу. Après avoir supersoussé les catacombes de Cappadocia, maintenant on est dans le Grand Canyon. C'est pas mal comme canyon. C'est vraiment quelque chose qui ressemble à les États-Unis. J'ai jamais été là, mais j'imagine. Regardez, c'est pas mal. Je sais pas si vous le voyez, mais c'est vraiment quelque chose. Et là, il y a une petite rivière qui passe par toute la distance de le canyon.
Долина Ихлара – это каньон вулканического происхождения, раскинувшийся более чем на 15 километров. Форма каньона обуславливается тектоническими сдвигами и последующими обрушениями скал под действием ветров, наводнений и жизнедеятельности неземных цивилизаций, но это не точно. Славится он своими церквями, выдолбленными прямо в скалах, которых насчитывается более сотни. Они были сделаны бежавшими от преследования греками, и их можно понять. Долина обладает естественными укрытиями и обильным запасом питьевой воды. Сейчас церкви пустуют, так как все греки вернулись на родину в 1923 году. Viva Ellada! So after experimental modern dance in Istanbul, we're trying new things, you know. So we're trying experimental running trail, tourism, something like fast track. Because you know in the airport there is fast track, but in nature there is no fast track. And actually, sunset will be in 1 hour. Like, I would like to see some churches which are on the trail. So for that reason, we choose to run. Run, forest, run. We're in time. It's a little bit dark over there, but up there is a church. There's dark church, pretty beautiful. And of course, because it's night, you see nothing. But if you don't see something, it doesn't mean that it doesn't exist, right? The same argument works with a god also. Perfect. Still boiling. Eating all inside or drop in the rice, okay? Enjoy. So this is a pot which like we ordered and which they actually open near you, so you can see what's inside, and afterwards you can mix it with the rice. Yeah. Bon appetit. Спасибо. So actually we're trying to hitchhike, but there is another person over there who just came when we were hitchhiking and waiting for the car. It's a granny, and we don't know actually if she's waiting for the car or if she's waiting for the bus or... if she wants that we hitchhike for her. In any case, it's complicating the things, and with the 3 people it's just impossible to get a ride. Такой дед, что такое?